Всем привет! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня будет небольшое видео по двигателю мотоцикла Иж-Планета. Видео по часто задаваемым вопросам в комментариях. Часто задаваемым вопросом является вопрос, откуда в двигателе мотоцикла Иж-Планета появляются посторонние звуки, посторонний шум, звуки в виде стука, звона и так далее. И что эти звуки посторонние могут означать, какую неисправность. Начнем с того, что двигатель мотоцикла Иж-Планета — это картер, коленчатый вал и поршневая. Коробка передач — это не двигатель. Моторная передача и сцепление — это также не двигатель. Коробка передач — это коробка передач. Моторная передача — это моторная передача. Сцепление — это сцепление. А двигатель, еще раз повторяюсь, это картер, коленчатый вал и поршневая. Давайте начнем с коленчатого вала. Что может шуметь и стучать в коленчатом валу? Начнем с опорных подшипников коленчатого вала. Опорные подшипники коленчатого вала устанавливались на мотоциклы Иж-Планета как с металлическим сепаратором, так и с пластиковым сепаратором. На часть мотоциклов Иж-Планета 5 устанавливались опорные подшипники с пластиковым сепаратором, как раз для того, чтобы снизить шум двигателя от опорных подшипников коленчатого вала. Соответственно, опорные подшипники коленчатого вала мотоцикла Иж-Планета с металлическим сепаратором будут работать несколько шумнее, чем подшипники с пластиковым сепаратором. Также шум в коленчатом валу может быть при изношенном подшипнике нижней головки шатуна. Вот так выглядит подшипник нижней головки шатуна. При чрезмерном износе подшипника нижней головки шатуна также может прослушиваться посторонний шум в двигателе. Подшипник верхней головки шатуна — это бронзовая втулка. При большом износе бронзовой втулки, а также при большом износе поршневого пальца в двигателе мотоцикла Иж-Планета могут появиться стук в верхней головке шатуна, стук поршневого пальца в верхней головке шатуна. Как правило, при наборе оборотов, при увеличении оборотов звук становится чаще, прослушивается сильнее. И поршневая, что может звенеть и стучать в поршневой. Начнем как раз с поршневого пальца. При увеличенном люфте поршневого пальца в бобышках поршня может прослушиваться звон поршневого пальца, как правило, при наборе оборотов. Звон усиливается. Также могут звенеть изношенные поршневые кольца. И в поршневой может также стучать поршневой поршень при чрезмерном износе поршня и стенок цилиндра, то есть при увеличенном зазоре между поршнем и стенками цилиндра, так называемая перекладка поршня. И также может прослушиваться звон юбки поршня. После ремонта двигателя иногда может прослушиваться небольшой звон поршневых колец. В этом случае лучше всего вначале проверить настройки карбюратора и проверить настройку зажигания. Потому что при слишком раннем зажигании и при чрезмерно обедненной топливной смеси может прослушиваться небольшой звон поршневых колец. Если звон поршневых колец в двигателе прослушивается достаточно сильно, соответственно, лучше всего разобрать поршневую, проверить поршневые кольца, проверить зазор в стыке поршневых колец. Соответственно, изношенные поршневые кольца заменить. При стуке поршня в цилиндре также разобрать поршневую, проверить поршень, проверить цилиндр, проверить зазор между поршнем и цилиндром. При необходимости изношенные детали заменить. Либо заменить на новые, то есть новый поршень и цилиндр, либо расточить цилиндр под ремонтный размер поршня.
при звоне поршневого пальца в бобышках поршня, то есть если увеличен люфт между поршневым пальцем и бобышками поршня, можно заменить поршень и поршневой палец на новые. И также можно установить поршневой палец ремонтного размера. Если прослушивается стук в подшипнике верхней головки шатуна, то есть большой износ бронзовой втулки, большой износ поршневого пальца, если просто большой износ поршневого пальца, а бронзовая втулка в порядке, достаточно заменить поршневой палец. Если втулка чрезмерно изношена, можно заменить втулку на новую и установить новый поршневой палец, либо установить поршневой палец ремонтного размера. То есть, развернув втулку разверткой, можно установить поршневой палец ремонтного размера. Если прослушивается большой шум с подшипника нижней головки шатуна, проверить, разобрать поршневую и проверить люфт. Покачав шатун вверх-вниз, проверить люфт на коленчатом валу. Люфт шатуна вверх-вниз не должно быть вообще никакого люфта. То есть при проверке вверх-вниз шатун не должен перемещаться вообще. Небольшой люфт вправо-влево шатуна допускается. Опорные подшипники коленчатого вала, как правило, служат достаточно долго. Как правило, такие подшипники меняют либо при капитальном ремонте двигателя, либо несколько раньше, если шум становится слишком большой от опорных подшипников. Еще раз напомню, что от металлических подшипников, то есть подшипников с металлическим сепаратором, шум несколько больше, чем от подшипников с пластиковым сепаратором. Видео по подшипникам, по опорным подшипникам коленчатых валов мотоциклов Иж-Планета у меня на канале есть. Кому интересно, обязательно посмотрите. Также есть другие видео по поршневым, цилиндрам, поршням, размерам поршневых. На канале много видео. Кому интересно, также обязательно посмотрите. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, хорошего настроения. Всем пока.